Привет! Сегодня мы будем знакомиться с FL и напишем свой первый трек прямо сейчас. Заходим в FL, самые главные панели, где открываются и закрываются все важные элементы нашей рабочей станции. Ищем и нажимаем кнопку Channel Rack. Эта кнопка откроет наш секвенсор. Здесь мы будем добавлять сэмплы, различные синтезаторы, писать мелодии и многое другое. Еще нам нужно открыть внутренний браузер, нажав на кнопку View Browser. И для начала выберем пару звуков и добавим их в наш секвенсор. Ищем папку Pax. В ней собраны стандартные звуки FL. Выберем кик и перетянем его левой мышкой в секвенсор. Можно заменить этим сэмплом уже существующий звук или добавить его рядом. Закидываем нужные нам звуки, с которых будем писать трек. Трек начнем с выбора темпа. Но не просто выберем из готовых вариантов, а накликаем сами. Нажимаем правой мышкой на темп и выбираем Tab. Можно поиграться и посмотреть, какой темп нам подходит лучше. Закрываем и сразу пропишем нашу ударную партию. Есть два варианта. Первый. Нажимаем на кнопки, проставляя тем самым наши ноты в паттерны. Или второй. Нажимаем на канал правой мышкой и открываем Piano Roll. И расставляем наши ноты уже там. Ставим ноты левой мышкой, а удаляем правой. Изменить длину ноты можно в Piano Roll, потянув за ее окончание. Создаем нашу ритм-секцию. Две крутилки рядом с каналом – это громкость и панорама, лево, право или по центру. Подкручиваем, если это необходимо. Далее переименуем наш паттерн и сменим его цвет. Откроем плейлист и добавим туда созданный нами паттерн. Увеличить плейлист по горизонтали можно, крутя колесиком мыши зажатым Ctrl, а зажатым Alt по вертикали. Расставляем наш паттерн и создадим новый с басом. Нажимаем на плюс, подписываем и меняем цвет. Кликаем уже на другой плюс и выбираем синтезатор. Цитрус подойдет. Левой мышкой выбираем в пресетах бас.
Попробуйте поиграть на синтезаторе, использовав вашу клавиатуру. Нажимайте на кнопки с буквами. Далее зайдем в Piano Roll и пропишем бас. С помощью кнопки переключим прослушивание с плейлиста на паттерн. Жмем пробел и прослушиваем. Добавляем бас в плейлист. Создаем новый паттерн, подписываем и добавляем еще один синтезатор для создания мелодии. Выбираем Poison. Банк с пресетами находится в синем окне синтезатора. Выберем любой, который понравился. Кликайте на пресет и нажимайте буквы на клавиатуре, чтобы прослушать звук. Заходим в Piano Roll и пишем мелодию. Добавляем мелодию в плейлист и прослушиваем все вместе. Не забудьте переключить прослушивание обратно на плейлист. Далее структурируем наш трек, поставляя наши паттерны в плейлисте. Ну вот, наш первый трек готов. Он еще далеко от качественной музыки, но для первого трека это неплохо. Давайте сохраним наш проект. Кликаем «Файл», «Save as», даем имя своему творению и сохраняем. А теперь экспортируем трек в MP3 на компьютер. Нажимаем «Файл», «Экспорт», «MP3 файл».
Настройки экспорта сделайте как у меня. И нажимаем «Старт». В следующем уроке мы добавим в трек качественные сэмплы и немного познакомимся с микшером. Добавим эффекты и узнаем, что такое дилей и реверб. Не забудьте подписаться на канал и оценить видео пальцем вверх. Успехов! Пока!